Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом невероятно вкусного и ароматного пасхального кулича, который готовится без дрожжей. Это настоящая находка для тех, кто хочет быстро и без хлопот испечь традиционную пасхальную выпечку. Секрет этого кулича в творожном тесте, которое получается влажным, нежным и очень ароматным. Вам не нужно будет ставить опару и долго ждать, пока тесто поднимется. На весь процесс приготовления, включая выпечку, у вас уйдет 1 час. И бонусом будет рецепт глянцевой глазури из ягодного пюре, которое не требует взбивания и отлично застывает, и нежные цветочки из маршмеллоу. Список всех ингредиентов будет в конце видео, а я начну готовить. Подготовлю творог. Он у меня зернистый, поэтому я пробью его погружным блендером, чтобы он стал однородным. Можно также протереть его через сито. Если творог у вас однородный, то этот шаг можно пропустить. Обращаю ваше внимание, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбиваю миксером до посветления. Затем всыпаю сахар и ванильный сахар. Взбиваю еще немного, чтобы масса стала более пышной. После чего ввожу в тесто по очереди 2 яйца, каждый раз немного взбивая тесто, чтобы яйца хорошо вмешались. Затем добавляю цедру апельсина. У меня сушеная, можно добавить цедру лимона. Мне очень нравится цитрусовый аромат в готовых изделиях. И отправляю туда же протертый творог. Еще раз взбиваю массу до однородности. Соединяю разрыхлитель с мукой, перемешиваю и ввожу в тесто. Перемешиваю все лопаточкой, миксер уже больше не использую. И последние ингредиенты – это апельсиновые цукаты, которые я нарезала маленькими кубиками, и вяленая вишня без сахара. Вы можете взять изюм, курагу или любые другие сухофрукты. Еще раз хорошенько перемешиваю лопаточкой. Тесто довольно липкое, влажное, но не переживайте, вам не придется брать его в руки. Я использую вот такие бумажные формочки разных размеров. Буду распределять его по формочкам силиконовой лопаткой. Заполняю форму тестом наполовину и немного разравниваю. Старайтесь распределить тесто так, чтобы не было пустот. Из данного количества теста у меня получилось 2 формы диаметром 9 см и высотой 8 см и 1 формочка диаметром 7 см. Ставлю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку в режиме верхний и нижний нагрев на 40 минут. Время регулируйте с учетом своей духовки. Если вы все же любите пасхальную выпечку из дрожжевого теста, то у меня на канале есть подробный рецепт приготовления итальянской пасхальной выпечки, пасхальной голубки и панеттоне. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу, а также пройдя по ссылке в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал и поделиться этим видео с друзьями. Мои пасочки испеклись. Готовность, как всегда, проверяем шпажкой, она должна выходить полностью сухой. Даю им немного остыть, а сама пока займусь глазурью.
У меня сегодня замороженная красная смородина. Я ее разморозила, и сейчас мне нужно протереть ее через сито. Старайтесь ее хорошенько давить, чтобы вышел не только сок, а и мякоть смородины. В ней много пектина, благодаря которому глазурь отлично застывает. Можно еще использовать черную смородину и чернику. Из этих ягод глазурь получается насыщенного сиреневого цвета. Пюре готово. Всыпаю частями просеянную сахарную пудру и перемешиваю ложкой. Ничего взбивать не нужно. Несмотря на большое количество сахарной пудры, она не приторная, у нее есть кислинка. Вот такой консистенции получается глазурь. Она розового цвета, очень ароматная и вкусная. Дам ей постоять минут 5-10, чтобы пудра растворилась, а за это время я подготовлю декор. У меня сегодня вот такие маленькие маршмеллоу. Я взяла белого цвета, так как у меня цветная глазурь. Ножницами делаю надрезы, только до конца не прорезайте. Раскрываю. У меня получилось 3 лепестка. Делаю еще одну заготовку. И цветок готов. В середину можно положить сахарную бусинку. И вот такое простое и красивое украшение получилось. Пасочки мои остыли, снимаю с них бумажную капсулу и смазываю поверхность глазурью. И пока глазурь не застыла, креплю на нее цветы. К цветам можно добавить посыпку или бусинки. И вот, кстати, пока я распределяла цветы, глазурь подсохла и посыпка уже не задерживается на ней. Поэтому я аккуратно добавляю бусинки пинцетом. Учтите это, когда будете украшать свои пасочки. Прошло несколько часов, глазурь совсем застыла. Давайте разрежем и посмотрим. Обратите внимание, что при разрезании глазурь не трескается, не обсыпается и не липнет. Вот такая простая пасхальная выпечка. Для ее приготовления мне сегодня понадобилось 200 граммов творога, 100 граммов мягкого сливочного масла, 100 граммов сахара, 15 граммов ванильного сахара, 2 яйца, 150 граммов муки, 8 граммов разрыхлителя, 70 граммов цукатов и сухофруктов и 1 чайная ложка апельсиновой цедры. Для глазури 30 граммов пюре смородины, 150 граммов сахарной пудры. И вот такая красивая, ароматная и простая пасхальная выпечка получилась. Справится с ней даже начинающий кулинар. Готовьте и наслаждайтесь. Мои любимые рецепты пасхальной выпечки смотрите в этом плейлисте. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!